Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан спускается по лестнице, она поскользнулась и упала из-за отбеливателя, пролитого Хасаном. Услышав крик Дилана, Бэрон тут же вбегает внутрь, и все собираются вокруг него. Дилан без сознания и без сознания, он видит, что у него течет кровь, и волнуется. Они немедленно вызывают скорую и отвозят Дилана в больницу. Люди в особняке следуют за Диланом в больницу. Баран Дилан чувствует себя очень беспомощным, когда его забирают. Все ждут у дверей отделения неотложной помощи, хороших новостей от Дилана. Когда Бэрон блокирует выход медсестры и спрашивает, может ли он увидеть мою жену, медсестра говорит, что вмешательство сейчас продолжается, акушер проверит состояние ребенка, и вы сможете увидеть его позже. Бэрон так напуган, что не может сдержать слез. Харун думает, что Ясмин обязательно выиграет конкурс, но Ясмин понимает, что срок подачи заявок очень близок. Когда я говорю, что нам нужно подать заявку вручную, Харун уходит из магазина, говоря, что это неподходящее место для поездки на машине, но не волнуйтесь, просто приготовьтесь, и я сразу приеду. Госпожа Азади просит Гизема объяснить, откуда взялась вода, из-за которой упал Дилан. Бэрон приходит к Дилан, держит ее за руку и ласкает волосы, пока она спит. В этот момент Дилан просыпается и говорит Бэрон. Как только он просыпается, он спрашивает, как мой ребенок, а когда Бэрон говорит, мы ждем результатов анализов, Дилан думает, что он тянет. Баран говорит, что я не знал, что делать, когда увидел тебя в том месте, я очень испугался. Дилан говорит, что я не понимаю, как я упал, земля была мокрая, пролилась вода или что-то еще, это просто удача. Бэрон удивлен, что он мокрый. Когда он спрашивает Дилана, хочет ли он от меня чего-нибудь, Дилан говорит, что врач должен сказать нам, что с нашим ребенком все в порядке, идем домой. Ясмин все готовят, а Харун находит мотоцикл и приезжает. Они вместе садятся на мотоцикл и отправляются в путь. Хасан приходит в Джавахир вместе с Шаиром. Когда пришел Хасан, они узнали об этом месте, это было сложно, но я помешал им прийти, объясняет он. Когда Джавахир спрашивает, где Баран Карабей, Хасан отвечает, что с его женой произошел небольшой несчастный случай, но у вас мало времени, он пришлет своих людей, даже если не придет. Все приходят навестить Дилана и спрашивают, как он. Дилан говорит, что со мной все в порядке, и с твоим ребенком все в порядке, других проблем нет. Роуз не может сдержать слез. Дилан пытается сказать ей, что с ней все в порядке, говоря, что это был несчастный случай и теперь мы уйдем. Когда все выходят, гинеколог произносит речь перед Бараном и Диланом и сообщает им, что и с ребенком, и с ним все в порядке, но он сделает еще несколько анализов и выпишет их. Когда Бэрон следует за врачом и спрашивает, есть ли что-нибудь еще, что нам нужно знать, он объясняет, что в таких случаях нам нужно держать ребенка и мать под наблюдением. Бэрон обеспокоен тем, что врач говорит неясно. Джевдет увеличивает тишину, чтобы малыш не проснулся. Затем он и Цеврия идут на кухню, чтобы приготовить еду, прежде чем ребенок проснется. Гуль звонит Кадеру и сообщает новости о Дилане. Пока Джевдет и Цеврия ужинают, приходят Харун и Ясмин. Они сказали, что опоздали с подачей заявления, и заявление не будет принято, но Ясмин объясняет, что произошло, потому что Харун позаботился обо всем, что он делал. Когда Цеврия спрашивает, «Хорошо, а что ты собираешься готовить?», Харун и Ясмин смотрят в глаза. Ясмин отвечает, «А нет, мы никогда об этом не думали, мы это найдем». Пока Бэрон ждет Дилана, он думает, что Дилан может что-то знать, но он этого не говорит. Бэрон говорит, что я действительно ничего не знаю, пойдем домой как можно скорее, в конце концов, это больничная среда. Дилан отвечает, мы пойдем, ты, я и наш ребенок. Когда Ферат говорит Гулю, у нас есть дело с Джиханом, нам нужно разобраться с этим, Гуль говорит, конечно, мы не должны игнорировать эту работу. Но Гуль расстраивается и все время плачет.
Когда Ферат говорит «послушай, с тобой все в порядке», а Дилан говорит, что с ребенком все в порядке, Гуль говорит «нам нужно быть в порядке», и Ферат и Джихан уходят. Когда Беран спрашивает, что если что-то случится, Дилан отвечает «я такой же, как ты, со мной ничего не может случиться, пока у меня есть муж, ты даже заставляешь меня пить воду своей рукой, что еще ты собираешься делать?» Тогда Дилан говорит Берану «расслабься немного, я в порядке, мы останемся здесь сегодня, что мы можем сделать, если понадобится». Когда Баран говорит «конечно, мы останемся», Баран получает сообщение. Когда Дилан спрашивает, что пришло, Беран говорит, что это фотография нового дома, и Дилан хочет на нее посмотреть. Они смотрят фотографии, которые прилагаются к ним, и они им очень нравятся. Дилан смотрит на фотографии и говорит «мне они очень нравятся». Пока Ясмин задумчиво стоит на кухне, к ней приходит Цеврии. Ясмин рассказала матери о Харуне, но мать смутила ее, спросив «ты уверена, стоит ли ему там оставаться?». Когда вы спрашиваете Цеврии, что делать, Цеврия отвечает, что я ничего не могу сказать по этому поводу, вам нужно решить, вам нужно слушать свое сердце, время покажет. Ферат и Джихан находят рыбака в хижине, где прячется Джавахир, и показывают ему фотографию Шаира. Рыбак говорит, я видел этого человека, он искал лодку, я думаю, он собирался сбежать за границу, у него были проблемы. Затем вы спрашиваете, имеет ли этот человек какую-либо связь с человеком, которого вы искали в прошлый раз, он говорит, что есть Ферат, они оба очень опасные люди, которые сделают что угодно, позвоните нам, если получите какие-либо новости. Когда Джавахир говорит, что нам нужно уйти отсюда, это небезопасно, Шаир говорит, вы ранены, босс, куда нам идти, пока ему не станет лучше. Но когда Джавахир говорит, что этот человек тоже этому научился, поэт говорит, что этому человеку можно доверять, Джавахир говорит, давайте подождем еще несколько дней и посмотрим, что будет дальше. Пока Харун и Ясмин думают, что приготовить, у Харуна звонит телефон, и это его мать. Когда Харун по видеозвонку звонит своей матери и идет показать ей ребенка, Ясмин злится, что мать ее сбивает с толку. Еда приходит к Дилану, и Беран кормит ее руками. Беспокойство Барана также беспокоит Дилана. Когда Беран отказывается есть, Дилан говорит, что он тоже не ест, и Беран вынужден есть. Когда Дилан внезапно становится угрюмым, Беран спрашивает, что случилось, и Дилан упоминает коробку в своей руке, когда он упал. Беран подбадривает Дилана, говоря, что мы купим новый. Когда люди в особняке снова расстраиваются, увидев коробку, господин Кудрет говорит, что нет ничего, что могло бы расстроить их моральное состояние, приходите, с моей дочерью все будет в порядке, все будет хорошо. Пока Ясмин размышляет, Джевдет говорит, я думаю, важно не то, что ты готовишь, а то, как ты это готовишь. Однако Цеврия не соглашается, и когда она говорит, что ей следует выбрать вкусную еду, прав двоюродный брат Ясмин, брат Джевдет, но она беспокоится о том, как она решит. Ночью Беран ложится рядом с Дилан, обнимает ее, и они вместе засыпают. Утром Дилан говорит, я думаю, результаты уже известны, мы будем дома к полудню. Когда она говорит, что у нее грязные волосы, Беран берет расческу и пытается расчесать и привести в порядок волосы Дилана. Хоть он и старается немного, ему наконец удается его собрать. Когда Харун приходит в магазин, он замечает, что Ясмин открыла его рано. Но Ясмин говорит, что я рано закончила работу, думаю, что приготовить на конкурсе. Пока Беран готовит завтрак для Дилана своими руками, Дилан говорит, я не знаю, это я болен или ты. Ты должен немного улыбнуться, я действительно здоров. Когда Баран говорит, пойдем домой, Дилан говорит, я понимаю и согласен, ты прав, что волнуешься, но ты позавтракаешь. Баран соглашается, и пока они едят, приходят Гуль и Ферат. Поскольку коробка сломалась, когда Гуль Дилан упал, они приносят новую коробку. Дилан очень счастлив и благодарит его, когда видит коробку. Когда Ферат говорит «спасибо», возможно, недостаточно, Баран спрашивает, чего ты хочешь. Ферат говорит, я не могу решить, я застрял между двумя именами.
Дилан говорит: раз ты принес коробку, дадим тебе право назвать 2 имени. Когда Гуль сообщает Дилану, что мы приехали забрать тебя домой, Баран говорит, что все в порядке, пусть врач проведет заключительный осмотр, и мы уйдем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.